Ребята, приветствуем всех на канале. Заканчивается наше сегодняшнее путешествие в Республику Беларусь. С Андреем сегодня сделали, можно сказать, круг. Ну, пока еще не круг, так полукруг, проехали 140 километров. Вот, осталось, порядка, наверное, около 100, может быть, чуть меньше, чуть больше. Вот, побыли в городе Мстиславль, город старый, удивили овраги, таких оврагов глубоких я не видел нигде. Ну, я думаю, в видео вы это все увидите. Заехали, перекусили на обратном пути. Теперь заехали на такую живописную локацию, я чуть позже покажу. Ну, не очень живописно, просто интересная, тем, да, тут мост недостроенный, да, я покажу. В советское время поставили опоры, потом началась, 91 год начался, и как-то про это дело забыли. Заморозили эту стройку, она так и осталась. Между прочим, тут деревню какую-то... Деревня Клюкино называется. Клюкино, да, проезжаешь и упираешься в этот, так сказать, тупик, потому что тут река Сож проходит уже. Малыши, как всегда, радуют. Да. Никаких проблем. Едут. По грейдеру, по плохому асфальту, по хорошему асфальту. Все им нипочем. Да. Как бы себя, вот как мопед, показывают с лучшей стороны. То есть проблем никаких. Конечно, грейдер очень тяжеловато идти, но я думаю, на любой технике тяжеловато Особенно, идти. когда грейдер, который рыхлый грейдер. Здесь грейдер хороший. Да, можно держать запросто 50 км в час. А там такой рыхлый грейдер, да, когда он не укатанный. Я когда видео буду делать, вы увидите, что грейдер там был очень плохой. Въехали, выехали из Беларуси по российским паспортам, без проблем. Всех останавливают, показываешь паспорт, проезжаешь дальше. Да, проблем показываешь паспорт российский и проезжаешь. Даже никакой очереди, вообще машин мы ехали, машин не было. В Беларуси встретили, наверное, 2 раза экипажи. Ну, да, их экипажи проезжали, да, ну, видимо, интереса мы никакого не вызвали. В зеленых жилетках, в шлемах, поэтому... Да, до нас им дела нету. По приезду хотим, наверное, все-таки осушить здесь бак и считать здесь расход. Осушить бак, расход. Сейчас я не знаю, у Андрея сколько горит, у меня. Ну, здесь немножечко неровно стоит. Да, я сейчас не скажу, у меня одно деление не горит. У меня полбака. У него полбака. С заправки проехали 140 километров. 140 километров, у меня одно деление не горит. Ну, он стоит немножко у меня по-другому, как у тебя, поэтому... Да, еще какой момент. Перед поездкой я чуть подкачал колеса. Впереди сделал 2, сделал сзади 2,1. По езде мне больше понравилось. Такое впечатление, что мотоцикл лучше дорогу держит. Возможно, на грунте хуже, а вот по асфальту хорошо. Мне понравилось. Попали в одном месте. Весь визор забит был мошкарой. Да, ребят, вот едем, визоры, все это обязательно. Я не знаю, как вечерами без шлемов ездят ребята и прочее, но мошкары столько, что просто залепят глаза, да, нос, рот, вот, все залепят. Если нету визора, это очень плохо. Очень неудобно будет ехать. На мотоциклах едем, ну, сколько мы едем? Километров 30-40 проезжаем, всегда чуть-чуть постоим, дадим отдохнуть им, чтобы они чуть остыли. Сумка, видите, мне очень помогла. Термос положили, дошираки положили, все влезло. Это к чему? В этот раз мы взяли даже инструмент. Да. Сейчас скажу. Вороток взяли, головку 17-19, чтобы открутить колеса в случае чего. Насос взяли. Правда, велосипедный, но зато он влезает в мою переднюю сумку. Что тоже. Скотч взяли. Две латки взяли. Эти латки мы в случае чего будем ими заклеивать. Ну, надеемся, этот случай не произойдет. Мы так уже как бы готовились, и поэтому в этот раз мы хотя бы готовились. В тот раз мы вообще никак не готовились. Да, поехали, конечно, такой отчаянный поступок, как отчаянный. В этот раз, уже как какие-то вот подготовленные мы. Если что, хоть что-то мы можем сделать.
Поэтому даже монтажку я взял. Монтажку вот я сюда, вот она лежит, монтажка в пупырчатой пленочке. Настоящая монтажка, не какой-то там фейковый этот. Я такой монтажкой любое колесо могу это разбортировать. Можно вступить. Так что да, и не в бой только с рыцарями колесо. Мстиславля. Да, поэтому, ребята, в этот раз мы подготовленные. Ну, в заключение сказать, я буду ехать. Конечно, обратный путь еще чуть-чуть подсниму, если что-то будет. По мопедам будем дальше эксплуатировать. Есть у нас планы еще куда-то съездить. Пока не будут такие холода, Да, будем пока кататься. не будут холода, будем кататься. На зимовку уйдем. Будем тоже что-то делать. Планы есть. Поэтому, я думаю, не останемся без дела. Так что эксплуатируйте, делитесь опытом. Мы будем делиться опытом. Проводите хорошо время, катайтесь. Путешествуйте, это интересно. Да, путешествуйте, это интересно. Это интереснее, чем на диване лежать. Поэтому такой, скажем, пропуск в это, вот эти мопеды, это уже пропуск какие-то. Можно и на машине, но здесь немножечко другое ощущение. Да, другое ощущение. Понятно, что эти километры я все могу сесть на машине, и я бы уже дома, наверное, был. Да. Но впечатлений было бы намного меньше, и не так это было бы интересно. Так как-то что, так. да, так что, ребята, подписывайтесь, пишите комментарии, свои идеи, может, какие-то, делитесь опытом. До Новых встреч. до новых встреч, да. Всем спасибо за внимание. До свидания. До свидания. Вот наша локация. Видите, здесь Опора недостроенного моста. опоры недостроенного моста. Тут уже деревья, сосны, ели выросли. Вот такая дорожка здесь. Насыпь. Насыпь, сделана. да, это, видимо, подвозили, когда Да, мост да, да. и дорогу хотели делать. Вот наши тут малышики. Вот река Сош. Река Сош. Я про нее на самом деле слышал, но я не знаю географически, откуда, куда. Вот этот момент я про нее... Начинаете где-то в районе Пригорского, ну, примерно, где Смоленск, под Смоленском. Вот, через Яславичи. Ну, здесь она очень маленькая. Не, ну плавать можно. Ну, она где-то больше еще становится. Конечно, она в Гомеле вообще судоходная. Да? А впадает она... Впадает в Днепр. А, в Днепр. Ну, в Беларуси в Днепр впадает. О. Ну, какая спокойная. Вот тут на сапах нормально. Ну, я же плыть. сплавлялся. Я все никак Андрея не подобью на мопедах взять сапы и где-то поплавать. Я его не подобью даже удочки взять. Вот сейчас бы сели тут, рыбку ловили. Кстати, да. Вот так и покидали, половили, а вдруг поймают. Что, смотри, какая благодать. Ребята, как бы стать рыбаками? Какой нужен этот толчок, стимул? Я в детстве ловил, сейчас, конечно, как-то меня это... Андрей вообще отнекивается. Я говорю, смотри. Смотри, ты аккуратней там. Нам не привыкать сегодня уж. Каждый упал. Мгм. Вот, короче, такая речка. Спокойное течение. Сидишь на бережку. Нет, сидишь на этой опоре и кидаешь удочку и да. смотришь за поплавком. Вот так. Я сам тут ни разу не был и так близко к этой речке даже не подходил. Ну, люди плавают даже, да? Ну, плавают, да, рыбу ловят. Рыбу ловят, плавают. Вот, собственно, что хотели показать. Погода тоже сегодня хорошая. Вот сейчас вечером ветра нету, успокоился, тепло. Сейчас сядем на своих малышей, да, и С одной покатим. остановочкой домой. И домой покатим. Смоленская область, Славичинский район. Так, ребята, прошли пограничный контроль, ехали в Россию.
Хиславичи 20 километров, починок 57. Пропускной пункт проехали, паспорта показали. Все нормально. Сейчас у Андрея оказался паспорт на самом дне рюкзака. Мы долго его ждали, пока он там достанет.
Всеславиче. Едем по городу Всеславиче. Ребята, всем привет еще раз. Находимся в деревне, наверное, будет как правильно, в селе Черепово, Всеславический район. И вот такой вот Колизей у нас есть. К сожалению, интернет здесь не хочет делиться информацией с нами никакой. Потом Игорек на монтаже. Ну, я добавлю информацию. Да. Андрей мне даст, что это такое. А кирпич-то старинный, Не, да? ну, понятное дело, старинный. Вот такой забытый. Кто-то он положил мосточки такие. Ну, тоже шаткие. То есть по грандиозности, ну, это какой-то большущий собор. То есть для... Ну, конечно, да, когда он был. То есть мы информацию посмотрим, если найдем, то как он выглядел, Да. фотографию. Ну, скорее всего, пострадал Великую Отечественную. То есть размеры впечатляют даже сейчас. Обычно церквушки очень маленькие. Ну, Да, особенно в таких городах. ну это же не в городах, в деревнях. Да. То есть сними вот так вот, реально, Игорь, как вот эти вот галереи, как, ну, действительно, Колизей. Угу. Смотрите. Видимо, купола были, да? Ну, это, наверное, Часовни. центральный. Не, центральный купол, бы это колокольня. Угу. Делали на века. Он и простоял. И войну почти, да, пережил. Да, есть, видел в интернете фотографии. Ну, немецкой оккупации, немецкие фотографии были. Но стояла еще целая. Смотри, аккуратнее, Игорек, здесь. Опа. Видишь, тут как-то как будто подниматься. Ну, может быть, лестница была на хоры, здесь же второй этаж, скорее всего, ну, церковный хор был. Ну, как бы он пели. Сейчас я чуть с фасада еще сниму. Видишь, что-то еще просматривается здесь, да? Ну да, скорее всего, была штукатурена.